Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, народ! Сегодня у нас речь пойдет о светильнике, который был куплен в подарок моей дочери по ее просьбе на Новый год под елочку. Ну, все это дело надо поставить раньше, чтобы, так сказать, Новый год уже праздновать с новым светильником. Вот, значит, предыстория такая, что искал я светильник в Китае. Все вы знаете, мой канал называется Сергей Станевич о товарах из Китая. Купил же я данный светильник у нас, друзья, в Беларуси в местном магазине. Но моему каналу это не мешает, так как, конечно же, светильник произведен в Китае. Смотрим, раскрываем, друзья, собираем и будем подключать. Долго я искал эти светильники в самом Китае, нашел несколько, ребята, вариантов, классных, кстати, вариантов, но не нашел варианта почему-то, который продается у нас в Беларуси. Вот. Было предложено дочери два варианта, то есть вот такой вот светильник с амбилайт подсветкой красивой, а в Китае такой светильник, ребята, не нашел. То есть просто тупо светильник и светильник. Поэтому было принято решение купить в местном магазине. Вот так, ребята, это все у нас выглядит. Маленькая коробочка, упаковочка. Есть какая-то у нас инструкция, есть гарантия. Ну, в эту макулатуру вдаваться не будем. Наша задача сейчас все это дело распаковать, собрать, проверить и установить в комнату моей дочери. На радость нам и всем гостям. Значит, ребята, ссылочки я вам, особенно касается белорусов, конечно, было мной проштудировано большое количество магазинов. Вот данный магазин Smart Lamp имеет очень огромный выбор ламп, друзья. На любой буквально вкус, ни в одном другом магазине белорусском такого выбора нет. В комплекте у нас есть какие-то гайки, винты для подсоединения, подключения. Есть у нас драйвера, ребята, в которых все уже подключено. Давайте я покажу. Так, не порвать бы нам провода. И будем потихоньку как-то собирать. Котейка нам, друзья, будет помогать. Светильник представляет 4 плюс 2 квадрата. Вот наши квадратики, вот так все упаковано. Было в магазине 3 вида. Это белый, хром и кофе. Мы выбрали с хромовым таким кантиком или окантовкой. Ну и вот такие вот квадратики. От большого к маленькому. Так, народ, сейчас я все дело, наверное, распакую. Не знаю, будем с вами вместе собирать. Наверное, продемонстрирую, как это все собирается. Надеюсь, вам видно, вот в этих квадратиках есть у нас отверстия с резьбой и уже прицепленные вот такие вот переходные трубочки, которые нам нужно непосредственно с вами вкрутить в этот вот квадратик. Все крутится руками, никаких плоскогубцев не нужно. Вот как-то так. Все квадраты должны быть с такими вот вкрученными трубочками. Итак, едем дальше. Смотрите, чтобы все было по резьбе. Силу не надо применять, так как пластик все-таки. И все это дело мы можем испортить легко. Поэтому не спеша, квадрат за квадратом, все это дело мы с вами будем собирать, скручивать и монтировать. У нас в больших квадратах есть по 2 отверстия. И в средних квадратах по 2 отверстия. Поэтому берем из нашего комплекта. Это крепежка к потолку в основном, я так понимаю. А вот эта крепежка идет уже непосредственно к нашей люстре. То есть проходные, опять же, такие трубочки-держатели. Вот. У нас здесь короткая, поэтому короткую и прикручиваем. Вторую. Опять же, внимание на резьбу. Закрутили. Здесь у нас, друзья, установлена длинная, поэтому берем тоже длинную и закручиваем. То есть у нас в больших квадратах по 2 направляющие,
в маленьких по одному. Так, у нас есть короткая резьба и длинная. То есть короткой резьбой вкручиваем непосредственно в наш светильник. А длинная резьба будет предназначена для закручивания в наш, ну давайте говорить, держатель этих лампочек. Так, ребята, ну что, погнали собирать. Подтягиваем провод. Попадаем в два отверстия. И прикручиваем. Вот таким вот макаром или манером. Берем гравер и гаечку. Это у нас без провода. Подкручиваем, поджимаем. Ну а где есть провод, у нас уже все, друзья, подготовлено. Граверка и гаечка. Что здесь классно, что здесь уже проводка, ребята, вся подключена. Опять же, я акцентирую внимание. Вот, не надо нам смотреть, куда какой там провод идет. Все подключено. Все гайки, друзья, у нас висят на проводах. Поэтому мы с вами уже ничего не забудем. Ничего на синюю изоленту брать не надо. Так как без синей изоленты у нас, ребята, ничего не получится. Согласен. Это я вам говорю точно. Я потом возьму ключ, подожму. Потому что все это у нас болтается, телепается. Сейчас я вам продемонстрирую, как это должно быть в реалии. Вот, а я зажму потом. И будем с вами подключать. Значит, ребята, вот так выглядит наша люстра. Вот пришел у нас главный мастер, электрик. Все он проверяет. Вернее, это приемщик ОТК. Все досконально проверяет. И дает заключение, то есть добро. Вот такой вот наш малыш. Приемщик ОТК. И смотрите, что у нас касается по лампе. Лампа собрана довольно добротно. Без особых каких-либо заметных косяков. То есть все красиво. Нет торчащих облоев, никаких облоя. Все очень-очень красиво. Все демонстрирую полностью, целиком и подробно. Смотрите, ребята, по размерам. Размер берем от края. Вот. Ну, размер примерный. У нас получается 1,1 сантиметр. Пришел опять помощник. Все у нас помогает, держит. Так, и здесь у нас размерчик берем отсюда. Так, оп. И смотрим здесь. 71,5 сантиметр. Вот. Приемщик наш увидел посторонний предмет. Говорит, убери его отсюда. Вот такая у нас, друзья, люстра. Значит, давайте я переверну. Ну и вот наша, друзья, начинка. Вот так это все у нас выглядит. И смотрите, есть у нас два драйвера. То есть один драйвер, а второй, я бы сказал, контроллер. То есть вот этот вот драйвер, судя по подключению его, управляет непосредственно нашей светодиодной RGB лентой, то есть подсветочкой Ambilight. А данный контроллер у нас внимательно слушает команды нашего пульта дистанционного управления и, соответственно, делает какие-то переключения и управляет всеми нашими белыми этими квадратами. И, в частности, управляет этим драйвером. Ну, тут, в принципе, схемка подключения довольно простая. Скорее всего, здесь используется, да, двухканальный контроллер. То есть идет у нас вход 220 вольт и два канала с общим, по-моему, минусом. Вот, ну вот так это все дело выглядит. Наш приемщик дал добро на подключение. Значит, будем вешать на потолок. Ну, короче, народ, прикрутил я этот крест на все 4 самореза, то есть загнал. И сейчас буду прикручивать люстру. Но вам уже не покажу, посмотрим, как она работает. Значит, ребята, прицепил я люстру, или светильник будет правильно называть, на потолок. Вот у нас падает боковой свет из гостиной, из коридорчика. То есть вы данную люстру можете видеть в выключенном состоянии. И поехали, врубаем. И имеем, друзья, вот такую вот красотень у нас на потолке. Прямо как новогодняя елка.
Вот эти вот светильнички будут отличным подарком, я уже, наверное, упоминал. Вам, вашим знакомым, друзьям, близким, как в моем случае, допустим, детям, под елочку на Новый год. Лучшего подарка, допустим, я и не хотел бы. Поэтому ссылочку я оставлю на белорусский наш магазин, интернет-магазин, называется Smart Lamp. Заходите, смотрите, огромный выбор товара. Вот как я тем более говорю, что я в Китае, допустим, такой люстры не нашел. Нашел немножко поменьше, но поменьше меня не устроило. С такой Ambilight подсветкой. А именно такой во всем Китае нет, хотя она сделана, друзья, у нас в Китае. Значит, давайте так, включим ночной режим. Я уже тут много не буду щелкать. Вот она переходит в такой свет. Значит, друзья, конечно же, на камеру вам не так это все дело видно, как видно глазом. Поэтому все эти переходы цветов не особо заметны. Вот камера у нас все время мерцает, мигает. Значит, вот этот ночной режим можно оснастить подсветочкой плюс Ambilight. Очень красиво смотрится, можно отдыхать, засыпать. Вот такой вот свет, очень-очень даже приятно. Ну, а здесь мы что можем сделать? Можем добавить яркости. Вот это полная яркость, то есть, как я говорю, вырви глаз. Комната у нас 23-25 квадратов, то есть освещение вполне себе достойное. Все видно, все шикарно, все замечательно. До этого висела старинная лампа трехрожковая, которая светила желтым светом, и надо было что-то, если найти под диваном или где-то с фонариком. Ничего не было видно. А здесь все шикарно. Поэтому смело вам рекомендую такой светильник. Как я опять говорю, не надо ждать из Китая его 2 месяца. Плюс гарантии год. Если не дай бог что, в любой момент все это дело можно решить. Вот, ну, наверное, друзья, больше я тут вам ничего не расскажу, не покажу. Пультик у нас очень простенький, поэтому... Где тут пультик? Не видно, конечно, его, поэтому каждый разберется сам уже. Вот. Ну, на этом всем пока. Можно уже поздравлять, наверное, с наступающим Новым годом. Напоминаю, ссылочка на магазин Smart Lamp будет в описании под видео. Может быть, я еще брошу пару ссылок на какой-нибудь там китайский товар, не знаю, с Алиэкспресс того же. На такие же сети, ну, не на такие же, на похожие. Вот, поэтому переходите, смотрите. Очень классный большой выбор, приемлемые цены, там какие-то у них даже и скидки, по-моему, есть. Для подписчиков Инстаграм. Постараюсь Инстаграм тоже приложить в описании. Так что заходите, подписывайтесь, получайте скидки и покупайте, наслаждайтесь такой вот красотой. Все, друзья, всем пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите, верьте, хотите, нет. Вот.